This stuff is hard. 11-я. Часть 3. Вообще тема церковной дисциплины, как вообще это осуществлять в церкви, это очень сложная тема. Which sins do we be patient with? Which sins do we say you need to step away right now? С какими грехами можно мириться, терпеть, а с какими нужно человеку сказать, мы не можем, ты должен уйти. These are difficult topics. Это все очень сложные темы. And I don't pretend to teach you all about it, what it is, just from these few verses, just in 5 minutes. И я не притворяюсь, будто я вас за несколько минут могу всему научить по этому вопросу, основываясь всего на этих нескольких стихах. Which is good, because I don't think I have all the answers to that either. Это хорошо, что я не притворяюсь, что я это делаю, потому что у меня нет всех ответов на все вопросы. But what I'm positive about, Но что я знаю наверняка? is what this verse is not Это saying. то, что не означает данный стих. The Gospels. Евангелия. The Gospels are unique. Евангелия, они уникальны. They're about Jesus. Они об Иисусе. They're the story of Jesus. Это история об Иисусе, рассказы об But they're Иисусе. not by Jesus. Jesus did not sit down and write them. Но написаны они не его рукой, то есть Иисус не сел и не написал их. They're kind of about his life, but they're not biographical, really. И хотя они рассказывают о его жизни, их нельзя назвать биографией. There's just very little we know about his childhood. Потому что очень мало известно о его детстве. They basically, all of them, cover about 3 years. И практически все они охватывают всего лишь промежуток примерно в 3 года. The focus is really about what he taught and what he did for those 3 years. И как бы основная мысль здесь рассказать, чему он учил за эти 3 года. It's interesting that Jesus didn't write his own story. Интересно, что Иисус лично не написал свою историю. I think that would have made some things a lot simpler for us all. Мне кажется, что, может быть, нам бы тогда было легче, если бы он собственноручно написал. Instead of him going around and having other people listen and write down, he could have just written it all down by Ведь himself. вместо того, чтобы ходить, что-то рассказывать, потом, чтобы другие это записывали, почему бы самому не сесть и не записать? And why are there 4 of them? И почему Евангелий 4? They don't always agree exactly. И не во всем есть там как бы стопроцентное совпадение. Why do they repeat so much? Почему они многое повторяют? Why not just one book with all of that information together? Почему не могло хватить одной книги, где бы вся эта информация могла быть собрана вместе? I will give you the answer to all of those questions right now. И я сейчас дам вам ответы на все эти вопросы. I don't know. Я не знаю. We don't know why. Мы этого не знаем. But if we believe the Gospels are inspired words of Но God, если мы верим, что Евангелие – это боговдохновенное Слово Божье, then we believe that this is how God intended for us to receive this information. тогда мы должны поверить, что именно в такой форме Бог хотел донести до нас эту информацию. We don't know exactly why there are 4. Мы не знаем, почему именно 4. Why not 5? Why Почему not? не 5? But we do know about these 4. Но об этих 4 Евангелиях нам многое известно. They were written to different people at different times. Они были написаны разным людям в разное время. Just like every other book in the Bible, there was a specific reason for that one to be written. И как и у каждой другой библейской книги, у них была своя причина для написания. And so we must assume that the people it was written to needed to hear exactly what was shared. Поэтому мы должны предположить, что людям, которым это было написано, нужно было услышать именно то, что рассказывалось там. We already said just a few minutes ago, who was Matthew written to? Мы с вами уже говорили, кому писал Матфей? Jews. Евреям. And we can see that throughout the whole gospel when he points to prophecy. И мы это видим на протяжении всего Евангелия, когда он обращает их внимание на пророчество. He proves to them through his story who Jesus was. Он доказывает им через историю, кем был Иисус. He refers to things they already know. Он обращается к тем вещам, которые были им уже знакомы. Mark was written for Gentile, Greek-speaking Roman residents, it appears. Похоже, что Марк писал грекоговорящим язычникам, которые были римскими гражданами. So
His is a little different. И поэтому у него Евангелие немного He другое. doesn't bring up the Jewish prophecies, the Он laws. не поднимает вопрос о еврейских пророчествах. Luke wrote to a man named Theophilus, Лука писал человеку по имени Феофил. most likely a Roman official of some kind. Скорее всего, он был неким римским чиновником. There are some people who think that maybe it wasn't specifically to a single man, but just in general to God-fearing people because of what his name means. А некоторые люди, правда, придерживаются другого мнения, не считают, что Феофил это был не конкретный человек, это просто были богобоязненные люди. Они опираются в этом назначение имя Феофил. I don't think so, Лично я не придерживаюсь такой точки зрения. but there are some people. Ну, я просто говорю, что есть такая позиция. John wrote to Greek-speaking Gentile Christian audience. Иоанн писал грекоговорящим христианам из язычников. His is not a synoptic gospel. У What does that него mean? не синоптическое Евангелие. What does that mean? Что это значит не синоптическое? Denise? Значит, оно менее всего Похоже пересекается на с остальными. Yeah, it does not repeat the same amount of stories. То It's есть в very different. ней нет такого повторения историй, как в других трех. So То есть она не understanding настолько похожа на все три. who the general audience was Таким образом, понимаем, в общем-то, какая была аудитория, кому адресовалась Евангелие, can help us when we ask why this, why here, why did he say that? нам легче понять, почему он это написал, почему он именно здесь это сказал. Why did John write his gospel? Для чего Иоанн написал свою Евангелие? Для чего Иоанн написал свою Евангелие? Чтобы все спаслись. Not really. Нет, не для этого. Для чего Иоанн написал свою Евангелие? Чтобы показать, что Иисус является. Why did John say John wrote his gospel? Но по его словам, Иоанн сам говорит, что, для чего написал свою Евангелие? Чтобы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Какой это стих? Это 31 стих. Ну, Глава? 30, 31, 20 глава. Go ahead and read 30 and 31. Прочтите 30-31 стих. Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. Okay. So yeah, kind of to save so they can pass Ну, away. в смысле, ну, в каком-то смысле да, чтобы спаслись. John says Jesus did a lot. Он говорит, Иисус много чего сделал. There's not room in all the books of the world to say everything that he did. Не хватит всех книг мира для того, чтобы записать, что он делал. But these specific things that he did were written so that Но эти конкретные чудеса были написаны или записаны для того, you would believe that he is the Christ, чтобы вы уверовали, что он действительно Христос. that you would believe he's the Son of God, Чтобы вы уверовали, что он Сын Божий. and that by believing we can have life. Имели жизнь. So this should affect the way we read the book of John. И вот это должно уже влиять на то, как мы воспринимаем и читаем Евангелие от Иоанна. When we're reading John, we should say, okay, John wrote this specific thing so that I would believe in Jesus. То есть мы должны читать что-то, понимать. Ага, Иоанн вот это, конкретно вот это пишет, чтобы я уверовал в Иисуса. So there's something amazing here that's supposed to prove to me that Jesus is more than a man. То есть здесь в книге есть нечто поразительное, что должно доказать мне, что Иисус больше, чем просто обычный человек. Why did Luke write Luke? Для чего Лука писал Евангелие от Луки? Right, I heard it. I heard the answer. Да, правильно, я слушала. So that's Luke chapter 1, Но об этом говорится в Луки 1 главе, verses 1 through 4. с 1 по 4 Let's стих. read that. Давайте кто-нибудь прочтите, пожалуйста, Лука 1, с 1 по 4 стих. Как уже многие начали составлять повествование совершенно известных между нами событий, как передали нам побывшие с самого начала переданными служителями слова, то расцепилось мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный греки, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был мой став. Okay.
He said, a lot of people have written about what Jesus has done. Итак, он говорит, многие уже написали о том, что сделал Иисус. Just as those who were eyewitnesses. Это были очевидцы. He said, it seemed good to me also. Рассудилось и мне, Having followed these things closely, по тщательным исследованиям всего сначала, to write an orderly по account. порядку описать тебе. Who was Luke? Кем был Лука? He's a doctor. Врачом. He's more of a Человека intellectual thinker. более интеллектуально мыслящий. And so he thought it would be good. Let me write an orderly account, beginning to end, what's going Поэтому on. он посчитал, что нужно упорядоченно все написать, что именно имело место. But why did he write it? Но для чего он это пишет? So that this man, Чтобы Theophilus, этот человек Феофил can have certainty. был уверен. He already believed, То есть он был уже верующим. but he didn't know Jesus. Но Иисуса он не знал. Never еще. saw Jesus. Он никогда его не видел. But Luke, he traveled around with А Paul. Лука, он путешествовал вместе с He Павлом. saw some amazing Он things. лично видел поразительные вещи. And he knows Theophilus. И он знает Феофила. So he says, let me share with you these things so that you can be sure of Я what говорю, you давай я believe. поделюсь с тобой всем этим, для того, чтобы ты был уверен. And so there's something we look for as we read the book of Luke. Поэтому именно это мы будем искать, читая Евангелие от Луки. To give us certainty in, Мы our здесь faith that we должны already have in обрести Jesus. уверенность в своей вере в Иисуса, которая у нас уже есть. Okay. The New Testament, including the Gospels, is not the Old Law Part 2. А Новый Завет — это не, в кавычках, Ветхий Завет, часть 2. When studying the commands, the imperatives of Jesus, we've got to keep them in context. Когда мы изучаем заповеди Иисуса и какие-то Его повеления, мы должны рассматривать их в контексте. Who was he talking to? К Why кому was он he saying обращался, it? почему он это им говорил. We too often turn the commands of Jesus into the new old law. Очень часто мы превращаем заповеди Иисуса в некий новый закон. And we can't get trapped in believing we are saved only for how well we are obeying the law. И ни в коем случае нельзя обманываться, думая, что мы спасены на основании того, как тщательно мы следуем или соблюдаем этот закон. We have been freed for freedom, Paul said in Galatians. В послании к Галатам Павел говорит в одном из переводов: вы освобождены для свободы. We have not been freed so that we can be again under the bondage of a law. Мы освобождены были не для того, чтобы опять попасть под иго закона. Let me try to explain what I mean. Теперь попытаюсь объяснить вам, что я имею в виду. Look at Matthew 5. Откройте Матфея 5 главу. Matthew 5, 27 through 30. С 27 по 30 стих. Кто-нибудь хочет? Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же ты правый глаз тебя соблазняет, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Okay. We're talking about committing adultery. Итак, говорится о прелюбодеянии. You've heard that it was said, do not commit Вы adultery. слышали, что сказано в древнем: не прелюбодействуй. But I tell you, anyone who looks at a woman lustfully has committed adultery with her in his heart. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце. Question. Вопрос к вам. Is he actually guilty of adultery if it happened in his heart through lusting? Если действительно это с мужчиной произошло, да, появилось вожделение в его сердце, действительно можно его уже считать что он совершил грех прелюбодеяния. Нет, это не так. No, he did not actually На do that. самом деле он не совершил грех прелюбодеяния. Jesus is not making the old law harder.
Иисус не пытается еще больше усложнить ветхий закон. He's not giving us more laws as we have freedom in Christ. Он теперь, когда у нас есть свобода во Христе, не пытается взвалить на нас еще более тяжелое время. He's using their knowledge of the old law and raising the standard. Он просто использует их знание ветхого закона, завета, и пытается поднять планку для них. He's not adding to the law, he's adding to the heart behind the law. Он не добавляет что-то к закону, он добавляет как бы к сути закона. He's giving perspective. Он помогает им посмотреть по-новому. He's not binding more laws on us. In fact, he said himself that he wasn't doing that. Он не собирается навязывать нам еще больше законом. Он сам это говорит, что я не собираюсь вас связывать законом. He says, I'm not going to add more laws. Он говорит, я не буду добавлять вам еще закона. He's changing our understanding. Он меняет наше понимание. He's taking us to a higher place. Он ведет нас на высоты новые. If this actually means the man is now an adulterer, Если на самом деле считать, что в таком случае мужчина действительно становится реально прелюбодейцем, then his wife can inform the church that her Тогда husband has committed adultery. его жена может официально объявить перед церковью, что все, мой муж совершил She go to the прелюбодеяние. courts and get a document that says we are not divorced Я because he's могу committed пойти в adultery. суд, я могу подать на него на развод, могу заявить, что он совершил прелюбодеяние. It's not what Jesus is talking about. Нет, Иисус не об этом говорит. He's not adding to this law. He didn't actually physically commit adultery. Он не добавляет чего-то к закону. Человек в данном случае физически еще не совершил The прелюбодеяние. point is, Но главная it's мысль more этих than слов. the action, it's the heart behind the Что? action. Дело не только в самом проступке, дело еще и в сердце человека, потому что именно то, что в сердце стоит за этим When you проступком. cleanse your heart, you will obey the law. Когда ты очистишь свое сердце, ты будешь повиноваться закону. This little section here is also interesting because we take it so very specifically and literally. Еще этот раздел очень интересен тем, что его зачастую принимают слишком буквально. But 29 and 30 are, of course, not to be taken А вот literally. следующие два стиха, 29 и 30, ни в коем случае буквально не воспринимают. Jesus isn't really saying I should gouge my Нет, eyes out. Иисус на самом деле не имеет в виду, что я должен вырвать у тебя глаз. So there we go. We apply our own interpretations to two different parts А of the мы same text. берем один текст, но применяем совершенно разный метод толкования к ним. So be careful. Будьте осторожны в этом. Jesus was not giving us a whole list of laws to add to the Old Иисус не Testament. дает нам какие-то новые законы, чтобы мы их добавили к Ветхому. Should we listen to him? Should we do this? Должны ли мы его слушать? Должны ли мы так поступать? Of course we should. Конечно, да. Remember, we're not being bound by a law anymore. Но помните, мы больше не связаны с законом. Okay, that's a few notes about the Gospels. Это несколько слов о Евангелиях. А можно, вы не могли бы сформулировать и дать кратко вот нам записать формулировку Евангелия? Потому что тут Евангелие уникальное литературное произведение. Это как формулировать? Евангелие это кратко. И все, да? Yeah, well, yeah. It wasn't my intent to give you the exact definition. Ну, я как бы не собирался давать именно определение Евангелия. It's just to call your attention to how unique it is. Я просто хотел сказать, что вот книги Евангелия уникальны. As we know, the word gospel means Мы знаем, что означает слово Евангелие. good news. Благая весть. And so really our task is to find out what was so good about it. По сути, наша задача тогда узнать, что же такого благого в этой вести. But yeah, the Gospels are the good news about Jesus. То есть, по сути, да, Евангелие – это благая весть об Иисусе. I've heard a preacher define the Gospels as this, and I really like it. Мне понравилось, как один проповедник описал, что такое Евангелие, и мне это очень понравилось. For when someone might ask you for real, Если действительно вас, по-настоящему, вас спросит кто-то, what is the gospel? а что такое Евангелие? I like this definition. Мне очень понравилось такое определение. Jesus Christ is Lord. Иисус Христос Господь. We got to get the is in there.
есть. Иисус Христос есть Господь. Jesus, the man in history, Иисус, человек, живший в истории, Christ, who is Christ, the King, который есть Христос, Царь, is right now and before and will always be есть, был и будет всегда our Lord. нашим Господом. And that's good news. И это благая весть. It's good news to have Jesus as our Lord. Это благая весть, что Иисус наш Господь. It's good news that Jesus is the King and not somebody else. И это благая весть, что Царь именно Иисус, а не кто-либо еще. So I really like that definition. Мне вот такое определение очень понравилось. And it's short. Оно очень короткое. Jesus Christ is Lord. Что Иисус Христос есть Господь. Good. Parables. Притчи. Oh, the parables. По притчам. What are the parables? Что такое притчи? First of all, like we said for other things, they're not supposed to directly be taken as allegory. А еще, как мы говорили раньше, притчи нельзя воспринимать буквально как аллегории. They are to be heard as calls to respond to Jesus and his message. Они рассказывались для того, чтобы получить отклик у людей, которые слушали учение Иисуса. We have a phrase in English saying, don't miss the forest for the trees. Do you know that? У нас в английском есть такая поговорка, что глядя на деревья, не пропустите лес из виду. We focus on one thing and we miss the big picture. То есть иногда мы в детали всматриваемся, а общую картину не видим. For example, Luke 18. Например, Луки, 18 глава. Somebody read 1 through 8 for us. Кто-нибудь прочтите, пожалуйста, здесь с 1 по 8 стих. С 1 по 8, 18 глава Луки. Сказал же также им притчу о том, что должно да молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся, и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: защити меня от противника моего. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе: хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но так как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медленно защищать их? Говорю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Alright, who does the widow represent? Кого олицетворяет здесь вдова? Okay, a believer. Да, верующие, да? Us. Нас, с вами, христиане. Who does the judge represent? А кого олицетворяет судья? Uh-oh. О, Really? Бога. Is this judge representing Вы God? считаете, что вот это вот образ Бога? I sure hope this isn't the description of God. Я очень надеюсь, что Богу такое описание не подходит. Who ignores our prayers Который игнорирует наши молитвы. until we bother До him тех пор, enough. пока мы уже настолько ему не надоедим. That's not the point of this parable. Но It's не to в start этом смысл picking apart who's этой who. притчи. То есть не надо ее вот так вот на косточки разбирать. What is the point of this parable? Смысл этой притчи в чем? I'll give you a hint. Я вам Jesus намекну. said what the point of this Иисус сам parable is. объясняет смысл этой притчи. Verse Посмотрите, в 1. чем смысл этой притчи? Первый стих. He told them a parable so that they О would том, что to pray and not должно lose всегда heart. молиться и не унывать. Why not, or why lose heart? Why does he bring that up? Because Почему it's не easy to унывать? lose heart. Почему он поднимает эту тему? Потому что человек может впасть легко в уныние. It's really easy to lose heart. Очень легко впасть в уныние. Katie and I have wanted to have children for 7 years. Мы 7 лет с Кэти хотели иметь детей. I have to tell you, it's hard to keep praying for something for 7 years. И я вам хочу сказать, что очень тяжело 7 лет молиться об одном и том же. I often lose heart. И я очень часто унываю.
yes, this widow is like us. Да, эта вдова похожа на нас. But no, this judge is Но not этот God. судья это не Бог, он не похож на Бога. The illustration is, even if somebody like this would Иллюстрация этой answer, притчи в чем заключается? Что даже если такой человек в конце концов даст, попросит, how much more то would your насколько loving Father? более даст вам Отец ваш любящий. How much more when your Father is the judge? Когда ваш Отец действительно является судьей. So it's a comparison. Это сравнение. And the point И is, главная мысль, keep praying, don't give up. продолжайте молиться и не унывайте. Don't tear them apart and ask what does every little Не piece mean. пытайтесь разобрать притчу по косточкам, не пытайтесь понять, что каждый из них означает. Okay, there are about 4 kinds of parables. Существует примерно 4 вида притч. I think these are important. Я считаю, это очень важно. There are true parables. Есть истинная притча. What I mean by that Что такое истинная is притча? a story, Это история. a plot, a beginning, an ending. История, у которой есть начало, есть конец, есть сюжет. They function differently than the other kinds of parables. Такие притчи, они функционируют иначе, чем другие притчи. What was being taught was not nearly as important as the reaction the story brought forth from you. И в этих притчах даже не настолько было важно, чему научит, как то, на какой отклик человек надеется, когда ее It's рассказывает. supposed to bring something out of me listening То to it. есть I'm я, supposed to слушая respond. эту притчу, должен определенным образом отреагировать. То есть в этом ее главная задача. For example, the Good Samaritan. Например, притча о добром самарянине. That was something to do to the crowds. Эта история была рассказана толпе народа. It touched their hearts. Она на них была направлена. Она Made them должна была uncomfortable. коснуться их сердца. Она должна была сделать так, что им станет неуютно, неудобно. But there are others. Но есть и другие притчи. Similitude or an analogy. Сходство или аналогия. The kingdom of heaven is like. Царство небесное подобно. Comparing spiritual Это things to physical things. сравнение чего-то духовное с чем-то земным. Comparing spiritual things to well understood facts about Это life. сравнение чего-то духовного с известными жизненными фактами. For example, Matthew 13:33. Например, Матфея 13:33. The kingdom of heaven is like leaven that a woman took and hid in 3 measures of flour. Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки. Big spiritual idea contained in a very everyday normal occurrence in Смотрите, their вот life. эта духовная истина вложена в некое событие, которое было обыденным для повседневной жизни. They all knew what that looked like. Они все знали, как это выглядит. We generally know what that looks И like, мы с вами, по сути, большинство знаем, как это выглядит. even though we're not making bread at home every day. Хотя и не готовим хлеб дома каждый день, не печем. All right. Metaphor. Метафоры. Matthew 5:13 as an example. Примером является Матфея, 5 глава, 13 стих. You are the salt of the earth. Вы соль земли. Of course, I'm not actually salt. Я на самом деле не соль. It's an example. Это пример. It's like an analogy, but it just calls it like it is. The kingdom of heaven is not like something, you are something. Она чем отличается от аналогии? Аналогия говорит подобно или как. А здесь в метафоре этого не говорится, а говорится, что одно является другим. То есть не опускаются слова как или подобно. Matthew 5:13 is our example. Вот, пример здесь Матфея 5:13. An epigram, И эпиграмма. Matthew 7:16. Матфея 7:16. It's a short, clever way of expressing an idea. Это очень короткое и очень мудрое изречение. Kind of look like the Proverbs of Solomon. Чем-то похоже на притчи Соломона в Ветхом Завете. Короткое, мудрое изречение. So 7:16, let's read that. Давайте прочтем. 7:16. По плодам их узнаете их.
собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Are grapes gathered from thorn bushes, figs from thistles? Вот эта вот фраза, собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы? The answer is, well, of course not. Ответ какой? Конечно, нет. It's just a clever little way Это to bring некое out our thinking. мудрое такое короткое изречение для того, чтобы спровоцировать нас на то, чтобы подумать об этом. Because there are different kinds of parables, И поскольку притчи бывают разными, we can't just simply put them all together as the parables of Jesus. нельзя их просто так собрать вместе и сказать, ну это все притчи Иисуса. We need to understand what their point was, what То the есть нужно foundation понять, как бы какую цель они преследуют, на чем они строятся. It's hard to hear the parables like the first century, Jesus' first century hearers heard them. Очень трудно нам услышать эти притчи так, как их слушали первые слушатели Иисуса в первом веке. He was appealing to their understanding of culture, of the world, of everyday life. Он, обращаясь к ним, обращался к их укладу жизни, к их культуре, к обычаям того времени. He referred to things they instantly knew about that we do not think Упоминал about. те вещи, которые мгновенно приходили им на ум, а нам могут быть совсем незнакомы. It's like explaining a joke. Это все равно, что объяснить кому-то анекдот или шутку. Once you explain it, it's lost its impact. Вы знаете, если шутку или анекдот пытаться объяснить, то он уже не смешной. То есть не рассказывать, а объяснить. You know, we all have those friends who just, they didn't get it. And then you have Знаете, to есть всегда такие explain it to друзья, them. рассказываешь ему анекдот, он вообще ничего не понимает. И тебе после этого приходится ему объяснять, в чем же юмор. And then no one's laughing И anymore. ты начинаешь объяснять, и уже никто не And смеется. then проехали. Ну ладно, проехали, да? And even then, our own perspective of what's being said, we look at differently. We have different perspectives of the same thing. Более того, у нас может быть совершенно иной взгляд на те же самые вещи. For example, Например, let's see what we have here. Иди сюда. Смотри. Что это такое? Что? Вот это вот что такое? Вот это вот что такое? Это подоконник. Поколодник. Под окном что находится? Поколодник. Подоконник. Поколодник. Подоконник должен быть вровень со стенкой. Да, вровень должен быть. Или он должен немного выпирать. Выбирать должен, да. Так он должен быть вровень со стенкой. Да, начальник. Или должен выпирать немного. Выбирать надо Я не. говорю, как лучше будет, вровень со стенкой или чтобы выпирал? Вровень выбирать. Это один вариант. Либо он должен быть вровень со стенкой, либо чтобы выпирал. Либо чтобы вровень выбирать. Почему у вас один и тот же подоконник? Сначала вровень со стенкой, а потом вот здесь вот выпирает. Вообще. А чего? Почему один и тот же подоконник? Сначала вровень, потом выпирает. Я тебе скажу. Нужно быть все подоконники были либо вровень со стенкой, либо чтобы выпирали, понятно? Идиоты! Okay. ладно. You think that's funny. Вы думаете смешно, да? I think that's funny. И я думаю, что смешно. You think that's funny for a different reason than I think that's Но funny. если честно, вы думаете, что это смешно, совершенно не потому, почему я думаю, что это You смешно. think it's funny because you know about these kind of people. Вы считаете, что это смешно, потому что такие люди, вам знакомы такие You know персонажи. this part of the culture about these immigrants. Вы знаете вот эту культуру,
когда речь идет об иммигрантах или гастарбайтерах, the frustration of speaking with them. и как тяжело с ними общаться, что-то объяснить им. And so it's funny. И поэтому смешно. Do you know why it's funny to me? А для меня, знаете, почему смешно? Потому что подоконник не так стоит. Нет. Because it reminds me of myself. Потому что меня напоминает. Exactly. Точно. How many situations I have Сколько been in that ситуаций у look меня just like that. было, вот, ну, 100% как здесь. Where someone gives me two options Мне and I don't говорят, ты же understand that так they're giving me или two так, а я не options. понимаю, в чем эти два варианта вообще. Where I just try to repeat a word, Я but I просто don't really know пытаюсь им what the word повторить is. назад, не зная, что я говорю. And so when Katie and I watch these, Поэтому мы, когда с Кейти такой ролик смотрим, we laugh мы because it makes us think of смеемся, потому что ourselves. думаем о себе, что мы такие же. Okay? We both understand the Мы situation, оба понимаем, какая ситуация здесь but происходит. our different cultural upbringings make us look at it Но из-за different того, way. что у нас разное как бы, вот такое и воспитание, и прошлое, где мы находим, ну, как бы наше положение сейчас по-разному заставляет нас как бы реагировать, на разные вещи мы The реагируем. parables are similar. Вот в этом есть сходство с притчами. It's not impossible to understand the parables. Я не могу сказать, что невозможно понять притчи. But when we have to stop, when we have to explain, now this is what this meant, this is how much a talent is, we're missing the initial point that they Ну, смотрите, understood. если нам нужно останавливаться и разъяснять, так, смотрите, вот это означало то-то, талант означал то-то. И если мы начинаем вот так вот разбирать, то изначально вообще идея, как преподносилась притча, она теряется. We miss the effect. Вот этого эффекта она уже не производит. They didn't have to think about it. Потому что им об этих вещах не нужно было размышлять. One time, Katie and I were at someone's house and they were telling us about a skit on TV in Ukrainian. That was just so funny. Однажды мы пришли к кому-то в гости вместе с Кейти, они рассказывали нам тоже о каком-то вот таком юмористическом эпизоде, который был по телевизору, но на украинском языке. Они говорят, ну так смешно. And she wanted to show us. Я говорю, я хочу вам I показать. said, we don't speak Ukrainian. А мы говорим, мы по-украински не говорим. She's like, it's fine, Ukrainian, Она Russian, говорит, practically the same. почему? Что украинский, что русский, похоже, все So поймете. she starts a И video, она включает видео. first line of whatever somebody says, and she pauses it and said, did you understand? А первая, так сказать, строка идет, то есть люди, вернее, что-то говорят, первая фраза, она паузу нажимает и говорит, вы поняли? No. Я говорю, нет. So she explains it to us. Она объясняет. And then we watch this 3-minute clip for about 10 minutes as she Итак, в stops. результате мы этот explain to ролик, us. который был рассчитан минуты на 3, мы смотрим 10 минут, потому что после каждой фразы она останавливается и переводит, объясняет нам, почему. And it's not funny Нам совсем не anymore. смешно было в результате. Because that's not the way it was intended to be Потому что heard. ролик предназначался для этого, он должен его вместе досмотреть, вместе понять эффект. So, А можно комментарий? Я слышал изречение, что когда Иисус говорил вот это, что посмотри, вот ты ищешь щепку в глазу брата, а у тебя в глазу бревно, что слушатели смеялись в этом случае. Такое изречение. I like to believe that Jesus was funny. А мне нравится как бы думать, что Иисус действительно был человеком с юмором. I like to believe that when he said it is easier for a camel to go through the eye of a needle, that everybody thought that was hilarious. И мне кажется, и мне нравится так думать, что когда он сказал, что легче верблюду пройти через ушко иглы, чем богатым войти в Царство Небесное, мне кажется, что для людей это было так смешно. We can't for sure pick out points in the gospel and say, no, Jesus was joking. Но, опять-таки, в Евангелии мы не можем найти каких-то мест, где бы мы сказали, вот смотрите, это шутки, Иисус здесь шутит, ну, то есть с юмором говорит. But God created us with a lot of emotions. Но Бог нас сотворил с разными очень эмоциями. We have a sense of humor, most И people. у нас есть чувство юмора, ну, по крайней мере, у большинства людей оно есть. Some people were not blessed with this. Ну, некоторых не благословил он этим чувством. I think Jesus laughed with his disciples. Поэтому я верю, что Иисус смеялся со своими But учениками can we say вместе. for sure Но можем ли мы in some наверняка moment that everybody утверждать, laughed? No. да, что вот после некоторых слов его все смеялись, это, конечно, наверняка утверждать нельзя. But I think that can help us. That can help us
tell stories that make Jesus come alive when we are teaching these stories, to suppose that maybe Jesus was alive. Но я считаю, что вообще понимание этого, что от того, что иногда Иисус говорил с юмором, может нам помочь, когда мы рассказываем некоторые истории Иисуса, по крайней мере, предположить, что так возможно было. There's a moment, Тогда in Mark, людям, тогда он более окажется реальным человеком. in Mark 5, I think. Потому что вот у Марка в 5 главе есть Jesus такой is эпизод, going to heal Jairus' daughter. когда Иисус идет, исцеляется дочь Яира, And it says that the crowd was around him, pushing on him. и там говорится, толпа теснила его. And a lady comes up and touches the hem of his garment and is healed. Женщина и касается краев его одежды, и она мгновенно исцеляется. Big crowd pushing Огромная on толпа Jesus. толкает его. He randomly stops and Но он says, неожиданно останавливается who и говорит, touched что коснулся меня. If that wasn't funny to Jesus, it had to have been funny to his И disciples. вы знаете, если даже Иисусу самому не было смешно, то ученикам должно было точно быть смешно. Because they Там написано, respond толкали with, его. you see all these people Они and you говорят, say, who touched me? Как ты можешь такое спрашивать? Ты посмотри, сколько народа толкутся вокруг тебя. А ты спрашиваешь, кто меня коснулся. There's humor in the То Bible. есть я считаю, что в Библии есть юмор. I think it's okay to smile about things in the Bible. И я считаю, что нет ничего плохого в том, чтобы улыбаться о некоторых вещах, написанных в Библии. Good thought. Ну, хорошая мысль. Question thought. Хороший вопрос. All right, how do we bring hermeneutics to the parables? Как нам принести герменевтику в притчи? What method do we use? Какой метод нам использовать в таком случае? Это тройка. Oh, you and your questions. Вот если ваши вопросы. I have, Назад там. we have the nature of the parables, number one. Первое, это была природа притч, да? Number two was, we can study the parables, but we miss the initial impact of the initial hearers. А мы можем изучать, вот он слайд. It was before the video, number two. Вот, да, это было до видео, да. Второе, это то, что мы можем... Тяжело. Второе было, это очень тяжело слышать притчи, так как их Да. Да, слышать первоначально. Это второе. That's right. Да, совершенно Значит, это третье. верно. There was. They say that's two. They say the next one comes as two. Oh, it says two. So that's where you're Three, sorry. It is three. Извините, да, это три на самом деле. Да, that's okay. Okay. Извините, не поняли мы. Вопрос там три должно быть. All better. Again, when the parables were first told, they rarely had to be interpreted. Итак, еще раз хочу повториться, что когда притчи раньше рассказывали, то есть когда они были сказаны изначально, они не требовали толкования. Редко требовали толкования. Иногда требовали. Sometimes they had to say, what did you mean by that? Иногда людям даже приходилось спрашивать, а ты что имеешь в виду? But they were made to be understood by those who were seeking. Но они, по сути, были такими, чтобы ищущие люди понимали, о чем идет речь. But we're in another time, another culture. Мы же живем с вами в другое время и в другой культуре. What to do? Что же нам делать? Seek to understand the context to discover the meaning. Мы должны, во-первых, попытаться сделать все, чтобы контекст помог нам понять значение притчи. Then, when we understand the there and then, we can translate it to our situation И today. только когда мы поймем, что там и тогда означала эта притча, мы сможем потом спроецировать это на наше время. Only after we understand its meaning, then can we start translating it for us. Итак, только когда мы поймем значение этой притчи, тогда мы сможем переносить ее как бы на наше время. Luke chapter 10. Луки, 10 глава. Or maybe not chapter 10. Или не 10. Luke chapter 10, the parable of the Good Samaritan. Да, 10 притча о добром самарянине. Starting in verse 25. 25 стиха.
don't see this in our minds the way the first hearers saw this in their minds. Вы знаете, мы не представляем себе эти события так, как их представляли первые слушатели. Jesus says in verse 30, a man was going down from Jerusalem to Jericho. Иисус говорит им в 30 стихе: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон. We don't know that road. Мы эту дорогу не знаем. They knew that road. Они знали, как она выглядит. They knew apparently it seems to be a dangerous road. И, скорее всего, они знали, что дорога опасная. Because something bad happens to somebody. Потому что там с одним человеком оказывается что-то плохое Who произошло. was this man? Что это был за человек? Кем был этот человек? No. His answers are wrong. Yeah, who was attacked? На кого напали? We don't know. Мы не знаем, кем был этот человек. Вот Very что. important principle, part of the story. Очень важный принцип. It doesn't matter. И не важно, раз не знаем, значит это не важно. That's an important part of the story. We don't know who it is. Понимаете, важный элемент этой истории, что нам неизвестно, кем был этот человек. Значит, для этой истории это даже важно, что All we know is that he is in неизвестно, trouble. кем он был. Единственное, что о нем известно, это то, что у него случились неприятности. So the problem is, as we continue to read the stories, we don't feel the impact of the characters Jesus has chosen. Поэтому мы с вами, читая дальше историю, не как бы ощущаем тех эмоций, которые ощущали люди того времени, когда они узнают, кто персонажи этой истории. Who passed by this man? Кто мимо него прошел? Priest. Священник. Well, Еще кто после священника? Levite, working in the temple probably. Который, скорее всего, работал в храме, служил в And храме. then who came by and actually helped? А потом подошел кто по-настоящему ему помог? A Samaritan. Самаряне. How did the Jews feel about Samaritans? Как относились евреи к самарянам? Not nice. Нехорошо относились. Now look, I've just had to explain this to you. Like Смотрите, мне explaining это a вам joke. приходится объяснять, как если анекдот объясняют. It's losing its impact. И тогда он уже не производит такого впечатления, если We're приходится already что-то not объяснить. hearing it the way То Jesus есть мы was уже leading с for us вами to hear. слышим эту притчу не так, как изначально преподносил ее Иисус. Для чего он ее преподносил? Who would be similar characters for us today? Хорошо, на сегодняшний день, как это можно спроецировать сегодня, это какие могли бы быть персонажи? Who passes by? Кто мимо проходит? Батюшка. Okay, yeah, all right. So some Orthodox priest Да, person. православный священник Right, проходит because- мимо, да? In theory, they're a religious person. They should probably help. То есть теоретически это же религиозное лицо, то есть должно помочь, правильно? But I don't know if that's exactly a Но good. если честно, я не совсем уверена, что это хорошее. Because to say that an Orthodox priest didn't help wouldn't be a surprise to you. I don't. Потому что я думаю, большинство из нас и не удивляются, что православный священник не помог. Maybe. Let's say one of them was an Orthodox priest. Ладно, мы скажем, что один прошел православный священник. And so we are listening to Jesus. Итак, мы стоим, слушаем, мы с вами стоим, слушаем So we Иисуса. hear Orthodox priest, Он говорит, прошел православный священник and we go мимо. like this. И мы такие. Well, of course. Конечно, And so прошел. Jesus says he passes by. Jesus says he passes by. Итак, Иисус говорит, появился, прошел мимо. And then Ah, came a that's preacher from the Church of Christ. А потом проповедник Церкви Христовой And идет. so then we А here in мы this room, такие, мы это слушаем. we're да? listening and going, all right, yeah, И he's мы, going to be вот here on this сейчас у нас story. проповедник на полу, мы сейчас услышим, что он сделает. And Jesus says, А he он keeps говорит, going. ну, он прошел мимо. No way. Это как? Как это такое может быть? And then comes А потом идет... Нет, увы. no, that's not controversial enough. Мирской Нет. человек. About in traffic police officer. А, предположим, идет гаишник. Третий идет гаишник. Уволили. And he stops, Гаишник останавливается, he helps this man, помогает человеку. puts him in his car, В свою машину takes him to the next садит, town. отвозит в город. Конечно, на государственном. Okay, wait. Подождите, как? That doesn't make sense. That's not who should pick up this Нет, это man. неправильная история, так не должно быть. Не тот человек помог.
That's a little bit. Понимаете? That's a little bit maybe of what То есть it вот, felt like. понимаете, вот это уже больше похоже на ту реакцию, которая у них, скорее всего, была. Or how about this? Или вот если так. A man is lying on the side of the road between two cities in the Atao zone. Предположим, на дороге между двумя городами в зоне АТО лежит человек. A group of soldiers are coming by, Ukrainian soldiers. И проезжают мимо украинские солдаты. They see this man, they stop. Увидели его, остановились. He's still breathing, Он дышит. but they're in a hurry. Но они спешат. They have their orders. У них приказ. And he'll probably die anyway, they've got Они to go. подумали, ну все равно умрет, наверное, надо нам ехать мимо. And there go our И приказывают, Ukrainian они едут heroes. дальше, украинские герои. Then a car comes by Подходит, delivering humanitarian aid. подъезжает следующая машина, которая развозит гуманитарную помощь, волонтеры. They stop to investigate. Останавливаются, проверяют, кто Probably это. better not get involved. Ой, лучше не ввязываться. Kind of smells like alcohol. Да, от него что-то спиртным We're пахнет. on a schedule. А у нас расписание, график, надо развести помощь. It's just, we've got to do what we got to do. Нет, у нас своя работа. So then a group of separatists А come потом by, сепаратисты подъезжают. and they stop. Останавливаются They say, who is he? и говорят, он кто такой? There's nothing on him. We don't know who Непонятно, he is. никаких ошибок, никаких как бы... They said, pick him up, put him Ну in. ладно, берем его с собой, We'll take him to the отвезем, hospital. отвезем в больницу. They go and pay for the Они едут. medicine he needs. To pay for the medicine he needs Они at the hospital. везут его и даже покупают лекарства, которые врачи сказали, что ему нужно. Does the story maybe make you a little uncomfortable? Вот, может быть, вот так вам немножечко более неуютно, как в аудитории первого века. Now you're feeling it like Jesus Вот meant it. теперь вы ее ощущаете так, как Иисус хотел ее донести. Because I'm using things you can relate to. Потому что теперь мы используем образы, которые вам понятны. And so when we study these parables, Поэтому, когда мы с вами изучаем подобные when we притчи, teach these parables, когда мы учим людей в этих притчах, it's very good to find the points очень of reference хорошо найти какие-то точки соприкосновения, that carry the same impact. чтобы мы смогли вызвать ту же реакцию, которую изначально должна была быть в As людей. we study them, yeah, let's Да, мы learn what a изучаем, мы как challenge бы is. говорим, ой, да, что такое талант? Let's know why they didn't like Samaritans. Давайте узнаем, почему они самарян не любили. But let's not miss the Но point of давайте не the story. упускать главное в этой Let's истории. not miss the impact. То есть какое влияние на людей должна была оказать эта притча. Here's a teaching idea for you. И вот вам еще одна идея I по did this преподаванию. I did this once with some teenagers. Однажды я использовала этот метод с подростками. We took a parable, Мы взяли притчу, explained it, объяснили ее, explained the whole thing and its culture and its time. объяснили, в какой культуре это было сказано, в какое время. And then the activity was И затем дали им упражнение такое. write a modern day version. of the Перепишите parable. ее современным языком, то есть современными какими-то вот образами. That was really interesting to hear them tell the Оказалось очень story. интересно затем, когда мы их выслушивали, какие истории они написали. Okay. Second Второй principle принцип. is to really understand the parables, we really got to try and understand the kingdom of heaven. Потому что чтобы по-настоящему понять притчу, нужно по-настоящему понять, что такое Царствие Небесное. Too often, the kingdom of heaven is just this storytelling part of the Gospels we don't really think about. Иногда мы думаем, что Царствие Небесное это просто элемент Евангелия, просто вот встречается, упоминается. А что это такое, мы даже не размышляем. But that was the main thrust of Jesus' teaching. Но на самом деле это была как красная нить, которая проходила полностью по учению Иисуса. It's the reason why he told most of his parables. Это была главная причина, для чего он рассказывал большинство своих притч. So to truly understand the parables, we've got to really seek to truly understand the kingdom. Поэтому, чтобы по-настоящему понять его притчи, нужно понять, что же это за царство. We've got to take the phrase, the name, kingdom of heaven outside of church into our daily lives. Мы должны попытаться вынести вот эту формулировку Церковь Христова, это понятие из чисто церковного контекста, из чисто церковной жизни и применить его к нашей повседневной жизни. Bring the kingdom of heaven into our daily lives. Привнести Царство Небесное в свою повседневную жизнь. So the question for yourself is, do you really understand the gospel? Вопрос к вам.
На самом деле вы понимаете Евангелие. For you to ask yourself. И вы должны задать себе этот вопрос Do you сами. really understand what the good news of the gospel is? На самом деле понимаете, в чем состоит благая весть Евангелия. Before we break, Перед comments перерывом хочу спросить, есть ли какие-то комментарии or questions? или вопросы. Есть вопрос, только не совсем по теме, но мы его затрагивали. Игольные уши. Как вы думаете, что это означает? The needle eye, what does it mean? That sentence, what does it Here's the thing. It's been popular in the church for a while to say that the eye of a needle was the name of a gate in the wall of Jerusalem. На долгое время в церкви было популярно объяснение того, что угольное ушко, как назывались одни из ворот, которые вели в Иерусалим. I've heard that a lot. Я много слышал такое толкование. But I've also heard that it's argued, and so I also agree with this argument, that this name for that gate is not found anywhere during Jesus' time. Но я читала о другом доводе, что во времена жизни Иисуса нет упоминания, чтобы те ворота так назывались. From what I understand, it was years later before they started referring to it that way. То есть, насколько я понимаю, действительно такое название было, ворот, но появилось оно на много лет спустя. What's interesting about that is Это очень that любопытно, it doesn't matter. но на самом деле это не важно. Because the point is, it's really, really hard. Идея просто этого высказывания в том, что это очень и очень сложно. Personally, I don't know. I think part of the reason why is because the camel going through the gate in the wall is possible. Почему я думаю так? Потому что для верблюда пройти через ворота в стене возможно. But a camel going through the eye of a needle is impossible. А вот реально впихнуть верблюда в ушко иголки, реально иголки невозможно. But that doesn't change the meaning because Jesus explains it. Но опять-таки смысла от этого притча не меняет, потому что Иисус сам ее объясняет. He says it's Он really просто hard. говорит, что сложно, He doesn't say it's трудно, impossible. но не говорит невозможно. So I tend to believe that verse is about an actual tiny needle. Yes. Поэтому лично я считаю, что этот стих подразумевает конкретно игольчатое ушко. And I think that stopping your explanation of the parable to describe this gate and what happened in the gate is taking away from the point, the impact that Jesus was trying to Но make. когда мы останавливаемся, начинаем рассказать о воротах, что были такие ворота и так далее, этим самым, я думаю, мы уже теряем вот эту силу мысли, которую пытался донести Иисус. Because that wasn't the point anyway. Потому что в любом случае не в этом состояла главная идея. The point was, it's